У вас есть отличные любимые проводные наушники, которые вы хотели бы сделать беспроводными, или желаете аудиофильское звучание прямо с компьютера? Легко. Данный девайс может подключаться к двум устройствам по Bluetooth одновременно. Его продают уже почти год, и аналогов по начинке за эти деньги все еще нет. И пусть это звучит как рекламный слоган, я отдавал за это дело свои кровные, значит имею право хвалить. Хотя если вы любите простые устройства, это точно не про него. Здесь нужно включать голову. Bluetooth ресивер USB ЦАП FIE BTR5. Вещь. Tube 708, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, минимум 5 обзоров в неделю я выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе. Сейчас, кстати, там распродажа. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Стримы сохраняю. А сегодня я расскажу вам о Bluetooth ресивере USB ЦАПе FIE BTR5. Я его, наверное, полгода хотел купить и все-таки купил после того, как купил стационарный ЦАП, о котором я рассказывал ранее. Упаковка. Пластиковая, красивая, качественная. На упаковке море сертификатов. Комплект. Сам ресивер, инструкция на английском, USB кабель Type-C для зарядки, кожаный чехол, продают обычно комплектом, клип-содержатель и все. Кабель Type-C, кстати, также можно использовать уже при работе через компьютер. Самое главное из этого всего дела — это инструкция. Но даже если вы ее выбросите, можно будет потом посмотреть мануал прямо в программе. Первое, что необходимо сделать, чтобы ощутить всю глубину глубин задумки инженеров данного девайса, это скачать программу, подключить ресивер к ней по Bluetooth и обрадоваться, насколько много всего здесь можно делать. Единственная печаль, что для того, чтобы обновить прошивку, ресивер придется подключать к компьютеру. Через программу это дело не осуществить. И по уму необходимо будет также качать драйвера на компьютер, если вы планируете его использовать как ЦАП с компьютером. Кстати, это дело даже очень неплохое. Если у вас тот же ноутбук, штука будет максимально полезна. Портативно ведь. Приложение есть. Внутри приложения пресеты, тонкие настройки звука, оставшийся заряд, время отключения при простое, таймер отключения дисплея, выбор Bluetooth кодеков, которых, как вы видите, здесь более чем достаточно, и о них я буду несколько раз напоминать в обзоре, потому что их и правда море. Потратились FIE. Даже настройка выходной мощности и напряжения, выбор фильтра низких частот, компенсация искажений и все на русском. И большинству аудиофилов будет понятно, что с этим делать. А вот инструкция на английском. В инструкции описание режимов, возможностей и способов подключения. Из важного — описание подключения к компьютеру после скачивания драйверов с официального сайта. И одновременное подключение к двум Bluetooth устройствам. Здесь тоже особый подход. Это дело я вижу впервые у таких девайсов, и по мне это очень крутая функция. Да здесь даже описано, как вынимать плеер из чехла клипсы. Или лыжи не едут, или они думают, что аудиофилы совсем к жизни не подготовленные. Ну ладно, лишним не будет. К слову, как вы уже заметили, хуавеевского кодека HWA в ресивере нет, как и некоторых специальных, допустим, самсунговского. Но, как вы знаете, кодек LDAC покрывает все, и он лучше. И именно по этому кодеку к этому ресиверу подключается мой Huawei P40 Pro, с которым я в основном тестировал данный девайс. По физическим характеристикам данного устройства. Корпус из металла с напылением. С двух сторон покрытие стекла 2,5D. Покрытие стекла олеофобка. Регулировка громкости до 60 делений. Входы 3,5 мм мини-джек и балансный на 2,5 мм джек. Качелька громкости на 60 позиций. Качелькой, кстати, можно еще и переключать треки. Можно менять фильтры. Есть предустановки эквалайзера прямо с ресивера. Пресетов довольно много. Можно менять яркость экрана. Имеется функция работа в машине. Можно менять мощность. Гейн двух позиций low и high. Вес минимален. Чуть больше 40 граммов. Габариты минимум. Звук выдает даже по Bluetooth аудиофильский, пусть и начального уровня. И да, он лучше, чем плеер FIE M5, во всяком случае, как Bluetooth ресивер однозначно. Обзор на который вы, кстати, можете увидеть по ссылке в правом верхнем углу. Микрофон встроен прямо в само устройство, чтобы можно было проводные наушники использовать как гарнитуру. Внутри один из самых топовых Bluetooth чипов от Qualcomm CSR8675. Модуль NFC, Bluetooth версии 5.0, кодек LDAC, что на данный момент самое актуальное в наличии. Можно использовать как ЦАП-усилитель благодаря чипу XSIMS XMIS XU208MV через USB интерфейс. Минимальные габариты и отличный внешний вид. Можно также переключать треки и отвечать на звонок кнопками прямо с девайса. ЦАП двойной ES9218PC. Монохромный дисплей OLED, довольно маленький. Нативная поддержка DSD256, что в подобных устройствах вообще не встретишь. Автономность 9 часов. По отзывам даже HIF
Monet 400 раскачивает свободно. Все мои проводные наушники качает так, что заслушаешься. И я вам говорю, как владелец комбайна FIA K5 Pro, вещь топовая, обзор на нее по ссылке в правом верхнем углу можете посмотреть. Этот ЦАП хорош. 9 часов автономности, заряжается за 1,5 часа с 0 до 100%, вес чуть более 40 граммов, в шутерах отличное позиционирование по отзывам и по моим ощущениям тоже. Играть через них будет приятно. К айфону, как вы понимаете, подключается только по кодеку AAC, и актуальность от этого слегка слетает у данного устройства. Два режима работы с телефоном, во втором есть упор на стабильность соединения, и в нем девайс от мобильника не отваливается и фриза не ловит вообще. В первом отваливается постоянно и фризит, нужно сидеть на месте, если слушать через него. NFC только для быстрого спаривания, использовать в качестве USB Bluetooth трансмиттера данное устройство нельзя. Проще нельзя по USB подключить к ПК, а через Bluetooth к наушникам потом. Этой функции здесь нет. Основная магия в том, что BTR 5 не хуже в плане звука, чем многие из Hi-Fi плееров начального класса, но в разы удобнее и дешевле. Полные замеры и все характеристики вы видите сейчас на экране, они прямо с официального сайта. Кратко, вы можете использовать данное устройство как Bluetooth трансмиттер от телефона, чтобы подключать проводные наушники по Bluetooth, и использовать данный гаджет как ЦАП при работе с компьютером. Можно использовать и в машине, но по мне все же разумнее использовать магнитолу, хотя здесь качество звука, наверное, будет лучше, чем у основной части магнитол. Вот такой вот портативный USB ЦАП. Выходная мощность 200 мВт на 32 Ома. На балансном выходе это очень сильно. Импеданс нагрузки до 150 Ом. При работе по воздуху бас близок к нейтральному, динамики хватает за глаза. Средние с микроконтрастом и хорошим разрешением. Верхние частоты воспроизводят подозрительно хорошо, они здесь чистые и сбалансированные. Даже непривычно от такого устройства слышать такой звук. Фоновые шумы на низком уровне. Для стационара я бы использовать на постоянке его не стал, учитывая, что девайс при работе в режиме USB ЦАП немного греется. В программе необходимо указывать характеристики ваших наушников, чтобы получить лучший звук. Там вообще очень много всего можно, я это частично перечислил, частично не озвучил, но вы все и так прекрасно видели на экране. Цена по ссылке в описании к видео в районе 9000 рублей с дополнительным чехлом. Сейчас распродажа, и с промокодами он выйдет еще дешевле. Напоминаю, что промокоды и интересные товары вы можете посмотреть в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Резюмирую, как Bluetooth ресивер и как портативный мобильный ЦАП советую однозначно. Проводные наушники с намеком на качество звука этот малыш превратит в отличный инструмент. Не забываем про прямые руки и работу с эквалайзером. Если интересна подобная тема, пишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть в моих обзорах. Ставим лайк за труды, не забываем участвовать в конкурсах, условия которых вы можете посмотреть в описании к ролику. Подписывайтесь с колоколом, приходите на стримы по воскресеньям, девайс сюда или нет, польза не отдаст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья!